Уважаемые собственники и генеральные директора, сегодня мы обсуждаем ситуацию, когда вы перестали понимать, что происходит в компании и кто вообще управляет. Так-то вроде бы вы управляете, а компания как будто едет уже сама по себе. Вы даете распоряжения и задачи, а они не исполняются. Вы запрашиваете отчеты, вам приносят красивые презентации, докладывают по ним, что все по плану, но реальность она совсем другая. Вы уже и не знаете, где правда, а где вранье. Не знаете, сколько денег в незавершенке, не знаете, когда будет отгружен заказ, не знаете, почему расходы ваши растут, не знаете, кто из руководителей работает, а кто имитирует бурную деятельность. Вы потеряли пульт управления бизнесом. Хотя погружены в операционку почти на 100% своего времени, но управляемость на нуле. Если это про вашу компанию или бизнес, тогда этот ролик точно для вас. В этом коротком блиц-ролике рассмотрим одну проблему. Как вам вернуть контроль над компанией? Одно решение и без воды. Как вы думаете, почему вы потеряли управляемость? Напишите мне в комментариях, отвечу вам и обсудим выходы из таких ситуаций. И как выходили из этих ситуаций, тоже поделитесь положительным опытом, коллегам и зрителям будет интересно. Почему собственник и генеральный директор теряют контроль? Вы же наняли себе руководителя по направлениям. Они должны взять эту зону контроля и эффективно ею управлять без вашего участия в их процессах. Вы внедрили еженедельные отчеты по каждой функции компании. Вы проводите различные совещания. Вроде все же делаете, что требуется для качественного управления, а компания перестала вас слушаться. Причины, которые в таких случаях называют, это компания выросла и стала сложно управлять. Много слишком подразделений в компании, не успевая всех проконтролировать. Люди начинают врать в отчетах. Нет обратной связи и многие другие причины озвучивают. Все это правда так и есть, но это уже следствие. Причина одна – несистемное управление. Разберем стандартную ситуацию в таких компаниях. У вас в компании трудится 100, может быть 200, может 500 человек, а может и несколько тысяч. Вы собственник или генеральный директор этой компании. Вы поставили цели и задачи, спускаете их вниз, а дальше все как в черную дыру. На уровне топ-менеджеров цели превращаются в задачи. На уровне среднего звена задачи превращаются в поручения. На уровне линейного персонала поручения превращаются в «как-нибудь сделаем». А обратная связь идет по тому же пути, но в обратном направлении. Очень долго, и на каждом шаге она искажается. И пока она до вас доходит, она либо не актуальна уже, либо на 180 градусов искажена от реальности. Линейный персонал отчитывается мастеру, мастер отчитывается начальнику цеху, начальник цеха готовит презентацию для директора по производству, а директор по производству защищает отчет на совещании у генерального. Но этот отчет вам ничего не даст. В нем ретроспектива или информация, на базе которой вы не сможете принять правильное управленческое решение. И с каждой новой такой презентацией, отчетом, вы все больше и больше теряете контроль над своей компанией. К вам приходит красивая картинка, а реальность полная противоположность. Что обычно делает собственник при потере контроля? Логично, он усиливает этот контроль. Вводит еще новые дополнительные отчеты, нанимает секретарей для контроля поручений, лично объезжает цеха, лично звонит клиентам, лично проверяет остатки на складе. Везде свой нос как бы окунает. Через месяц вы работаете 24/7. Вы знаете про компанию больше, чем ваши директора. Но управляемость не выросла. Потому что вы не построили систему. Вы сами стали этой системой и узким горлышком в то же время для компании. А еще теперь вы работаете как ассистент для своих топ-менеджеров и секретарей. Да-да, помимо потери контроля компании, вы теперь еще и вручную управляете своими подчиненными. А как только вы уезжаете в отпуск, все останавливается без вас, и компания встает колом. Все потому, что такими действиями вы лечите следствие и локальные проблемы на текущий день. Вы бегаете с ведром и тушите пожары по всем подразделениям. Но надо разобраться с причиной. У вас отсутствует система, которая дает вам прозрачность, обратную связь и управляемость без вашего постоянного присутствия. Кстати, смотрите мой ролик про управление государством, ссылка на экране. Там та же картина, отчеты красивые, управляемость потеряна. Потому что система обратной связи и контроля, исполнения разорвана. Я думаю, вы уже не раз пробовали вернуть управляемость в свою компанию. Сначала вы внедрили систему отчетности, теперь вам приносят отчеты каждый день, но вы все равно не знаете, где правда, потому что отчеты можно нарисовать, а систему верификации данных вы не построили. Вы наняли управляющего или операционного директора, он обещал вам навести порядок в компании. Через полгода вы поняли, что он просто транслирует ваше распоряжение вниз, а управляемости не прибавляется. И по итогу либо он уходит, сказав, здесь невозможно работать, система не та, или вы его увольняете. Вы внедрили KPI для всех руководителей. Люди отчитываются по цифрам,
но вы не знаете, эти цифры отражают реальность или их нарисовали. Потому что KPI на больной системе дают больные цифры. Почему вам эти действия не помогли? Потому что вы пытаетесь управлять через людей отчеты, а не через систему, которая сама управляет людьми, процессами, через правильные процессы и помогает организовать сбор данных и сама показывает отклонения, сама сигнализирует о проблемах в компании. Вот как все это работает в типичной компании. Данные все разрознены, продажи в CRM, производство в 1С, финансы в Excel и еще десятки источников имеется в компании вплоть до блокнотов и множества чатов в мессенджерах. Отчеты эти, соответственно, вообще не совпадают друг с другом, и их невозможно собрать в какую-то единую правду. Каждый по своему плану и данным работает вроде правильно, а продукция не отгружается в срок. И бардак в компании. Производительность падает, расходы и незавершенка растет, прибыль уже на нуле. Вы, соответственно, уже не понимаете, где правда, а где ложь, и как это все влияет на бизнес в целом. Вы не видите стыки между функциями, не понимаете, как они взаимодействуют между собой, кто за что отвечает, вы уже вообще не понимаете. Весь функционал перемешался в компании. Вы не знаете, кто реально отвечает за результат и с кого спрашивать. Не завидую, конечно, вам. Этот хаос затягивает вас и вашу компанию в бездну потерь, убытков и бесконтрольности во всех процессах компании. Чтобы как-то удержать работу компании в этом хаотичном состоянии, вы продолжаете управлять всем вручную. Доверяете проверенным людям и грузите их еще больше и больше. Кто везет, на том и едут. А другие в такие моменты сидят в сторонке и еще больше бездельничают. Кто-то пашет на все 200% своих возможностей, а кто-то даже и 50% своих процентов не вырабатывает по своему функционалу. Те, кто больше работает, начинают выгорать и злиться на тех, кто халявничает, пока эти в поту бегают по вашей компании или в цехах. И тут начинает падать не только управляемость компании, но и производительность с эффективностью. А это уже тройной удар по вашему бизнесу. Вот что вас ждет, если вы не измените управление. Вы будете работать 24/7, потому что без вас компания остановится. Вы перестанете верить своим руководителям. Лучшие менеджеры уйдут, потому что не любят такое, когда на них всю работу переложили, а те, кто в стороночке сидят, кайфуют, ничего не делают, а еще и 100% зарплату получают за свои 50% выработки. Компания становится непредсказуемой не только для вас, но и для банков, инвесторов и партнеров. Вы не сможете масштабировать такой бизнес, потому что не понимаете, как управлять такой компанией, где вы потеряли контроль. Теперь не вы управляете компанией, а она вами. Проблему с потерей управляемости пора менять, не то дальше будет еще хуже. Посмотрите мой первый плейлист из 14 серий про архитектуру управления. Ссылка вверху на экране. Там детально разобрано, как построить систему, которая превращает и возвращает вам пульт управления и контроль над вашей компанией. Выход есть, и он не в том, чтобы нанять еще одного зама или внедрить еще один отчет. Решение построить систему, которая делает компанию прозрачной и управляемой без вашего 24/7 присутствия. Я называю это архитектурой управления. Как это работает в кейсе с потерей управляемости? Шаг 1. Проектируем единое информационное пространство. Не очередная ERP-система, а система, где данные из продаж, производства и закупок, финансов в одном месте, по единым правилам. Никаких разночтений в информации. Шаг 2. Настраиваем стыки между функциями. Вы видите не работу продаж и работу производства по отдельности, а видите, как они связаны между собой с понятными результатами. И где рвется коммуникация между этими службами. Где теряется управление между функциональными колодцами. Шаг 3. Внедряем систему обратной связи. Не через отчеты, а через контрольные точки. Система сама показывает, здесь отклонение, здесь просрочка, здесь наоборот мы сделали перепроизводство, нужно чуть-чуть притормозить. Вы не ждете очередного отчета в презентации красивой, вы видите проблему в момент ее возникновения на едином дашборде управления компанией. Шаг 4. Убираем ручное управление. Вы не бегаете и не перепроверяете. Вы смотрите на один дашборд, он показывает, где все хорошо, где требуется ваше вмешательство. И вмешательство не каждый день, а только в нетиповых ситуациях. Система начинает сама работать без вашего участия. Первые результаты через 3-6 месяцев. Вы перестаете работать 24/7. Компания управляется сама. Вы занялись наконец-то развитием и стратегией. И вы начинаете забывать про операционку. Ваши топ-руководители взяли все на себя и децентрализировали ее на среднее звено управления. Понятны зоны ответственности между всеми функциями. Вы наконец видите правду, не красивые отчеты, а реальные данные. Вы можете уехать в отпуск на 2-3 недели и ничего не рухнет без вас. Вы знаете, кто реально работает, а кто имитирует. Вы можете масштабировать бизнес, потому что у вас теперь есть система, которая вернула вам контроль над компанией. И это не очередная новая отчетность,
Это система, которая возвращает вам пульт управления, отработанная на практике в России и Киргизии. Потеря управляемости – это симптом того, что у вас нет архитектуры управления главного механизма для эффективной работы бизнеса. Этот кейс с потерей управляемости – провокатор, в котором обычно собираются и все предыдущие боли. Это срывы, это незавершенка, это расходы, это нулевая дисциплина в коллективе, это кассовые разрывы. Они друг друга усиливают, и поэтому вы полностью теряете контроль над компанией. И все они симптомы одной причины – отсутствия системы. Если вы узнали себя, если вы потеряли пульт управления компанией, работаете 24/7 и не понимаете, где правда, а где ложь, не ждите, пока станет еще хуже в вашей компании. Напишите мне в Telegram слово «разбор», ссылка в описании. Разберу вашу ситуацию, скажу, с чего начать именно вам. Также провожу полный аудит ваших управленческих процессов в компании и при необходимости откроем полномасштабный проект по проектированию и внедрению архитектуры управления для вас и вашего бизнеса. И помните, управляемость не возвращается дополнительным контролем и отчетами. Она возвращается системой. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Мы разобрали 6 ключевых болей в управлении компанией. В следующих роликах будем углубляться чуть-чуть детальнее в каждую боль с реальными кейсами из промышленности и производства. Быть сильным руководителем – это ремесло, ему можно научиться. Увидимся в следующем ролике. Всем вам удачи!